Приветствую тебя на канале Bizarre World. Это новый выпуск про карты мира. Карты, которые присылаете мне вы, мои дорогие подписчики. Интересные, прикольные, познавательные, исторические карты. Ну что, готовы к новому выпуску? Тогда давайте приступать к просмотру. Первую карту нам сегодня прислал канал. Итак, это карта сельскохозяйственных культур по валовому сбору. Какие сельскохозяйственные культуры в странах Европы преобладают? Ну, как мы видим, Россия, Турция, страны, так сказать, Прибалтики, Великобритания, пшеница тут. Украина, так сказать, Румыния, Молдова, Балканы, там кукурузка. Как в Соединенных Штатах прям. Картофель, Беларусь, тут ничего удивительного нет. Царь картошки Лукашенко. Исландия тоже на картошку подсели вместе с армянами, как мы видим. Свеклу любят в Центральной Европе и Швеции. Финны, норвежцы, ирландцы ячмень. Испанцы оливки, португальцы томаты. Виноград любят в Италии. Ну, его производят много, винограда. Ну, и также Грузии, да. Также и вина, соответственно, в этих странах делаются. Ну, вот такая довольно-таки любопытная, интересная карта. Следующая карта от Степана. Как читается буква G в разных странах? Как оказалось, она в некоторых странах читается, на наш язык, собственно, очень-очень странно. Ну, во-первых, в России, Украине, Беларусь и в Италии, в странах Африки, Ирландия, Греция. В общем, как вы видите, в этих странах вообще букву G не используют. В Великобритании она читается как G. Например, во Франции, Турции, Португалии она читается как не Дж, а Ж. В Испании вообще Х. Читается у нас как Джорнан, а у них читается как Йохан. Ну и, так сказать, в скандинавских странах Прибалтики, Германии, Польши И считается как Йоханнес там какой-нибудь, да? Ну, такая, знаете ли, полезная карта, да? Если вы, допустим, путешествуете по Европе, то будете знать, как произносятся в разных странах те или иные слова. Ну и вас, соответственно, понимать будут. Следующую карту прислал Вячеслав. Делал карту сам, надеюсь, тебе понравится. Ну, тут карта, если честно, не совсем понятна. То, собственно, автор пишет температура стран Европы в самый жаркий месяц. А как мы знаем, например, в России бывает и 40 градусов. Скорее, это среднемесячная температура, да? Ну, соответственно, самый жаркий месяц в среднем, грубо говоря. Получается, что в России 23 градуса. Жалко, не указано, какой именно месяц. Ну, а среднемесячная температура самая жаркая, получается, что Италия, Греция, Турция и Испания. Ничего удивительного, южные страны. А вот самый холодный, что также неудивительно, Исландия 11 градусов. Ну, вот как мы видим, Украина 26, Беларусь 19, Прибалтика в среднем в районе 20, Скандинавия уже холоднее 19-18. Ну, в общем, я себя ощущаю как ведущий прогноза погоды. Давайте следующую карту посмотрим. Следующую карту прислал Арсений. Держи карту, бро, смотрю твое видео уже около года. Спасибо, Арсений. По состоянию на июнь 2012 года синий цвет страны, подписавшие декларацию ООН. Зеленые страны, не подписавшие документ. Серый цвет, состояние неизвестно. Вообще, Декларация Объединенных Наций была подписана 1 января 1942 года. Название же Объединенные Нации для союзников по антигитлеровской коалиции предложил в декабре 1941 Рузвельт. Так как термин «Объединенные Нации» стал, так сказать, символом для союзников по антигитлеровской коалиции. Первоначально была Большая Четверка. Это, собственно, Соединенные Штаты, Великобритания, Союз Советских Социалистических Республик, СССР и Китай. Британское Содружество, Австралия, Канада, Индия, Новая Зеландия, Южный Африканский Союз. Также другие государства: Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Гватемала, Гаити, Гондурас, Никарагуа, Панама. И страны в изгнании: Бельгия, Чехия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Югославия. Далее уже в 1942-м присоединились Мексика,
Филиппины и Эфиопская империя, в 43-м Ирак, Бразилия, Боливия, Иран, Колумбия, в 44-м Либерия, Франция и в 45-м уже еще ряд стран. А, например, как мы видим на этой карте, Саудовская Аравия, к примеру, Казахстан, Иран, Северная Африка, Индонезия. В общем, много есть стран, которые не подписывали декларацию ООН. Серым же обозначено неизвестное состояние. Если сказать проще, то декларация ООН была направлена против таких вот воинственных режимов, как это было в Германии, Италии, Японии, чтобы более-менее, урегулировать мир во всем мире. Следующую карту прислал Леонид. Я, конечно, не очень смотрю твои последние выпуски, но они все равно крутые. Но, как мне кажется, что такую карту не присылали. Такую карту действительно не присылали. Это карта Европы глазами Австрии в наши дни. Ну, не знаю, так ли действительно австрийцы думают. Себя они почему-то считают четвертым рейхом. Не знаю почему. Чехов, словаков, венгров считают потерянными душами, а также хорватов. Ну, немцы у них воруют культуру, поляки воруют машины, а французы воруют рецепты. Швейцарцы дураки почему-то. А Украина восточная мафия. Беларусь Советский Союз, а Россия вообще алкаши. Сами австрийцы, наверное, пиво пьют больше, чем у нас в России. А почему-то Россия алкаши. Угу. А прибалты не до Скандинавии. Забавная, в общем-то, карта. Эх вы, австрийцы, австрийцы. Ну-ну. Следующую карту прислал Назарий. Это плотность населения Украины. И как вы видите, здесь плотность достаточно неравномерна. Ну, собственно, густота населения, да, можно так назвать. Самые светлые — это порядка 30-40 человек на квадратный километр. Я предполагаю, именно так плотность высчитывается. Ну, собственно, 160 человек на квадратный километр — это уже более темные красные. Черновцы, Львов, собственно, Киев — это вот эти вот, так сказать, населенные пункты, где много жителей проживает. Донецкая, так сказать, область также достаточно населенная. Ну и вообще, как вы видите, в основном получается, что западная часть Украины, восточная часть, центральная, в основном это Киевская область и Киев, и немного юг. А так по Украине, собственно, средние значения, как мы видим. Ну, карту рисовал не я, составлял ее не я, поэтому тут возможны какие-то, так сказать, неточности. Спасибо, Назарий, за карту. Давайте следующую посмотрим. Следующую карту прислал Александр. Привет! Привет, Александр. Вот карта для выпуска. Это, как я думаю, будет выглядеть мир к 2060 году. Надеюсь, попаду в выпуск. Собственно, вот такая вот достаточно любопытная карта. Ну, во-первых, как мы видим, 2060 год на дворе. Самые топовые экономики тут слева расположены, да? Ну и по карте мира мы видим Европейский Союз. Он как бы остался, да, походу. Российская Республика теперь это стало. Ну, наверное, не знаю, может, Беларусь наконец присоединилась. Единственное, что у нас Великая Япония почему-то, так сказать, Камчатку оттяпала и еще некоторые территории. Ну, казахи наконец-то сделали свое ханство, расширились, так сказать, на юг. Китайская республика тоже, так сказать, расширилась прилично. Индия, арабский халифат все-таки объединили, да? Соединенные Штаты Африки, ну и африканцы у нас тут объединились. Австралия, она и Австралия. Кстати, Япония и, так сказать, Индонезию прихлопнула. Единые Соединенные Штаты Америки. Ну, собственно, канадцев, мексиканцев, еще ряд стран присоединили, видать, к себе. Ну и единая Южная Америка также объединилась. В общем, все единые поделились, так сказать, на большие такие вот республики, штаты и так далее. По сути, получается теперь как бы 12 стран всего в мире. Плюс Монголия. Монголия всегда стабильна, всегда статична. Даже во всех играх, я на стриме играю часто Age of History, там Монголия всегда себе сидит, никто ее не трогает. Такая Монголия. Ну и несколько карт, которые я для вас приготовил сам лично.
Во-первых, это замечательная, красивая, восхитительная карта римских поселений, вообще Римской империи 117 года. Представляете, 117 год. Посмотрите, сколько населенных пунктов было. Величественная Римская империя, смотрите-ка, простиралась по широте от Северного моря до Красного, по долготе от Британии до Армении. Ну просто таки эпично, да? Причем можно заметить, так сказать, захваченные Римской империей были довольно-таки хорошие регионы. И Турция со своим Босфором, центральные территории Европы, самые крупные города. Большинство городов, как мы видим, близ Италии. Ну, в самой Италии, в Греции, ну это понятно, в Греции. И, так сказать, на западе Турции. Любопытная карта, да? А это привет всем любителям, так сказать, кантрибол. Это карта Индии в виде кантрибол. Видимо, вот эти цвета региона, это, так сказать, разделение Индии провинциям, возможно, или как. Но если вы знаете, то напишите в комментариях, что именно здесь обозначено. А это любопытная карта загрязнения наземными минами в Боснии и Герцеговине, где примерно 2,5% территории всей страны заминировано со времен югославских войн. Представляете? Вот эти вот красные такие вот дорожки и точки. Каждая точка — это, собственно, предположительно мины. То есть вот эти все вот эти места были заминированы. Представляете? Как же люди, блин, не взрываются там? Ну, наверное, и взрываются. Бывали случаи, я думаю. Так сказать, эхо войны. Да. А это статус петушиных боев в США. Да, ну такая довольно-таки странная карта. Но американцев много чего странного, если честно. В общем-то, красным обозначены штаты, в которых преследуются по закону, так сказать. Вас посадят в тюрьму, если вы будете устраивать петушиные бои. А желтым вас, так сказать, всего лишь поругают и оштрафуют. В общем-то, собственно, в желтых штатах, видимо, можно попробовать устроить петушиные бои, если вы хотите. Да. И еще одна довольно-таки странная карта. Страны, запустившие автомобиль в космос. Зеленым — страны, запустившие автомобиль в космос, выделены. Серым — страны, не терпевшие поражения в войне с вьетнамскими фермерами. Ну, как вы знаете, там Илон Маск запустил, да, машину в космос. Поэтому, так сказать, вот так вот. Она там теперь летает, да. Ну и в придачу, так сказать, число пивоварных заводов в мире. Такая прикольная карта, на самом деле мне она понравилась. Ну не то, чтобы я, так сказать, любитель прям такой пива, да. Просто, ну, выглядит она так прикольно. Лидеры здесь, вроде как Германия должна быть. Оказывается, нет, Америка, Соединенные Штаты. 7141 пивоварня, представляете, в Америке. А вот немцы, да, Германия, уже на втором месте, 2158. На третьем британцы, 1811. Россия здесь всего лишь, так сказать, на четвертом месте, после итальянцев, у которых 781. В России 743. Ну и карта-загадка от Макса. Вот достаточно такая забавная карта. Добавь ролик, Безарыч. Добавил. Напишите в комментариях, что же это за карта? Что это все за люди такие? Что она означает и вообще, что она показывает и так далее. Вот такая вот достаточно забавная карта. Ну а с вас, как обычно, друзья, лайк. Присылайте свои карты в сообщество ВКонтакте. Я буду по возможности отбирать самые достойные и попадут в следующие выпуски. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока.